Доброго всем! Сегодня у нас в работе головка блока цилиндров Volkswagen Golf 1.6. Головка старого образца и ей уже лет 100 в обед. По словам владельца, машина не ехала, а двигатель троил, из трубы валил белый дым. Конечно, в первую очередь мы ее разобрали, помыли в моечной машине и отправили на опрессовку. Ну а опрессовка показала наличие трещины в форкамере. Четко видна струя воздуха, которая вырывается из рубашки охлаждения. После согласования работы и их стоимости головка отправилась в ремонт. Первым этапом этих работ, естественно, стала задача восстановления герметичности рубашки охлаждения. Эта задача для нашего штатного сварщика Андрея. Собственно, он приступил к ее выполнению. Андрей закрепил головку на фрезерном станке и фрезой вскрыл район трещин. В работу пришла головка Volkswagen 1.6 по объему. Это старая модель, старая голова и старые проблемы. Обратите внимание сюда. Она была у меня в апреле 2019 года. Ну а сегодня у нас уже конец сентября 2021 года. Значит, мы подняли документы, подняли бумаги, подняли записи, наши журналы. Что мы делали с этой головкой? Значит, моя работа как у сварщика была, заварил я два отверстия водяной рубашки. Даже не два, а 4. Раз, два, вот, 3, 4. Значит, эти 2 года, ну, в принципе, они проходили. Значит, когда мы эту головку опрессовали, мы нашли в ней проблему. В форкамере первого цилиндра была трещина. Вот наглядно, это уже трещина разрезана под сварку. Вот разрезали, вот нашли мы такую дырочку. Значит, мы обговорили с клиентом о том, что мы восстанавливаем эту форкамеру, восстанавливаем целостность, герметичность головки, мы ее собираем, по старым местам притираем седла, максимально постараемся сохранить все детали, которые есть. Почему? Потому как у клиента нет желания оплачивать ремонт. И у нас брать на себя все стоимость их запчастей тоже это не нужно. Значит, вот мы восстанавливаем целостность, притираем по старым местам, восстанавливаем регулировочные размеры, ну, меняем сальники, ну, шлифанем плоскость. Сейчас мы это место разделанное готовим под сварку, приводим, ну, чистим, убираем весь нагар, максимально подготавливаем под сварку, варим и дальше она идет в работу. И даст Бог, она поедет дальше. И клиент наконец-таки поедет, получит удовольствие. Будет у него маленький оргазм от того, что он поехал на автомобиле. Часто в комментариях задают вопрос, как глубоко заварена эта трещина. Ну, как глубоко мы варили. Ребята, ну, форкамера, сама форкамера 20-30 миллиметров, даже 20 миллиметров толщина форкамеры, и ниже посадочного места еще миллиметров 15. Максимальный размер, который я сейчас наблюдаю, это 35-40 миллиметров. Это мы будем вываривать с глубиной 35-40 миллиметров. Для работы я пользуюсь стандартным соплом, пятеркой. Для этой работы пятеркой стандартное сопло 65 миллиметров. Вот это я этим соплом буду варить сейчас. Значит, проблема старости этой головки и проблема в том, что в ней было залит такой антифриз, тосол, как угодно можно назвать все это дело, эту гидоту, которую наливали. Значит, просто здесь стенки разъела коррозия разъела стенки, и просто эти стенки, толщина этих стенок не выдержала такой нагрузки форкамеры. Она треснула, она лопнула. Ну вот сейчас мы будем восстанавливать все это дело. Значит, очень часто спрашивают, как вы это делаете. Значит, время на подготовку, я не жалею времени на подготовку. Почему? Потому что оно потом вернется, это время сварки.
мы снизим время сварки, потому что будет чисто и все подготовлено. Значит, первым делом берем щетку, кисточку и щеткой чистим сначала основание. Значит, щеткой увлекаться не стоит, потому как волоски этой щетки, они забивают эту грязь, забивают этот весь мусор, эту окалину, окислы, то, что процарапано. Значит, пользуемся бором, обязательно пользуемся бором. Боры, набор бора, вот у меня сейчас лежит на столе, это тот набор, который я буду использовать для работы с этой головкой. Вот смотрите. Сейчас эту голову разрезали на станке. Зубило мне сюда не пригодится, зубильце. Обычно еще в этот комплект входит небольшое зубильце. Вот сейчас я коснулся бором места того, которое мы не трогали. Вот видите это отверстие, вот видите, еще коррозия вскрывается. Это даже еще то, что мы не вырезали на станке. Сейчас эта трещина, я так понимаю, она пойдет вот таким вот образом. Я так понимаю, что мне придется сюда залазить. Ну, зубильце придется использовать. Это я уже из практики знаю, что здесь трещина кольцевая бывает редко. Она такая кольцевая, спиралевидная форма, она снизу вверх идет. Либо вправо, либо в правую сторону, либо в левую сторону. Вот мы все это обрубываем. Окалину, вернее грязь, окись. Вот уже по звуку слышно, что здесь цельный металл. Увлекаться тоже не стоит, удалять, потому как очень много потом придется сюда вкладывать и заваривать. Чем меньше количество, которое вы сюда заложите присадочного материала, тем больше вероятность того, что эта головка не треснет еще раз. Значит, сейчас мы должны будем обязательно проверить трещин, нет ли трещин, не пошли ли трещины в другие стороны. Значит, я заряжаю сопло. Значит, ставлю электрод, ставим небольшой ток, ну я ставлю 90 ампер. И начинаем пробовать проявлять трещины. Значит, мы провели дугой по предстоящей сварочной зоне и убедились о том, что трещин, которые идут в стороны, больше нет. Значит, мы сейчас чистим то место, которое мы вымазали, и ставим в печечку прогреваться. Как только она прогреется, мы дальше будем ее варить. Мы сейчас приступаем к зачистке. Сварочное место у нас готово под сварку. Значит, сейчас мы попытаемся его, не попытаемся, а мы его обработаем растворителем. Так, надо найти.
Ну, это наша самая любимая процедура. Обрабатывать растворителем. Взбодримся, понюхаем, взбодримся. Так, это у нас готово. Значит, ее сейчас нужно ставить в печечку для подогрева. Здесь все готово под сварку. Но предварительно мы подберем пару клапанов для того, чтобы накрыть седла. Все-таки мы сегодня постараемся седла сохранить. Постараемся сохранить седла для того, чтобы не менять их. И я закрою клапанами, накрою седло, чтобы его не спалить. Сейчас мы выберем самый лучший вариант. Потому что мы сюда влезло, бля. О, самый класс. Значит, мы накрыли клапанами седла для того, чтобы их максимально не загадить. Значит, сейчас головку ставим в печечку для подогрева. Ну а дальше будем вести беседу. Значит, я прочитал последние комментарии к нашим видео. Ребята, никто вас не заставляет и никто не обязывает вас их смотреть. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы представляем свою точку зрения, сугубо личную нашу точку зрения. Мы показываем наш опыт работы, как мы работаем, что мы делаем. Мы максимально не скрываем от вас никаких действий, никаких работ. Мне очень часто задают, вот не видно техники сварки. Ребята, о какой технике сварки идет речь? Техника сварки у каждого сварщика своя. Каждая она приспособлена к каждой специфике. Значит, линейные швы для того, чтобы не заварить там на плоскости, у меня не совсем красиво это получится. Да, мне придется немножко набить руку, чтобы не набили лицо, нужно потренироваться для того, чтобы все это сделать. Несмотря на то, что я больше 20 лет работаю сварочной горелкой. Да, у меня немножко другой хват горелки, потому как у меня изделие очень горячее, и руки горят. И брать горелку, как обычно все это берут сварщики, я работаю так, но не всегда. У меня хват горелки вот таким вот образом. Сопла я использую длинные, мы их не клеим. Это сопло стандартное, промышленного изготовления, закуплено не очень давно. Теперь есть вопросы о том, что почему я не работаю с педалью. Писать в описании очень долго, очень нудно тыкать пальцем, набирать буковки. Я вам расскажу проще, нормальным языком. Первое, этой педали у меня нет. Потому как в момент приобретения сварочного аппарата, мы сварочный аппарат приобрели в 2013 году, и на момент приобретения сварочного аппарата эта педаль стоила космических денег. Это фирменная педаль, там очень много функций в ней. И просто-напросто владелец всего этого деяния просто выделил средств на приобретение сварочного аппарата, ну, нормальной горелки. Значит, говорю о том, что педалей у меня нет. И мне с педалью работать не совсем удобно, не совсем нормально. Почему? Как? Я показываю. Вот стол, на котором я работаю. Вот снимут, вам стол покажут. Вот место, где я стою перед столом. Поставить сюда педаль, хорошо, будет педаль вот здесь, вот я буду ее работать. Вот педаль, ну опять же, педаль мне нужно поднять ногу для того, чтобы на нее нажимать. И варить головку, управлять этой педалью, нет. Сюда педаль, именно для этой работы педаль не подходит. Почему? Потому как крутиться, танцевать вокруг головки, мне проще головку крутить на столе как угодно. Педаль, я так понимаю, можно приспособить для постоянной стабильной работы, где можно присесть, где можно удачно примоститься, там, где не должно быть в момент нажатия на кнопку, чтобы руки не трусили, чтобы не сбить дугу, не испортить дутье газа, не сбить струю газовую. Ну, а мне сюда педаль не нужна. Тем не менее,
Управление у меня происходит вот на горелке, здесь все. Вот в этих двух рычагах, заложено полностью управление всего абсолютно агрегата. Вот я попрошу подойти сюда к сварочному аппарату, как раз поставлю руку перед... Значит, смотрите, сейчас у меня ток 92 ампера. Я даю пуск. Пошел сварочный аппарат работать. Вот я выключаю. У меня здесь пуск и стоп одновременно. Теперь следующее. Когда я работаю, я могу ток добавить, я могу ток убрать. Абсолютно любые режимы. Всеми абсолютно параметрами я управляю в момент сварки на горелке. Теперь следующее. У меня иногда спрашивают, почему у меня хват горелки. Хват — это именно то, как я держу горелку. Потому как у меня два пальца лежат на этих рычагах, и этими двумя пальцами полностью работаю с тем, что мне нужно. Это уже дело опыта, дело времени. Я к этому привык, и взять в руки другую горелку мне просто-напросто придется какое-то время потратить для того, чтобы к ней приспособиться. Вот в этой короткой информации, которую я рассказал вам, я надеюсь, что я ответил на многие вопросы. Следующее. Задавайте вопросы, без проблем поделюсь любой информацией, все, что касаемо вас. Еще мне говорили очень часто, задают вопрос по поводу пор после сварки. Я еще раз повторяю, ребята, нужно просто-напросто работать со сварочным аппаратом. Какая работа должна быть? Это баланс. Вот у меня сейчас вложен на минус 0,2. Для того, чтобы у меня увеличить теплоподачу в головку. Не на электрод, а в головку. Вот нули, это 0. Вот идет очистка, это плюс. Вот сейчас будет минус, это тепло. Значит, для того, чтобы бороться с порами, ставим максимальное тепловложение в головку. Еще, как я борюсь с порами, значит, я ставлю частоту, токовую частоту, максимально низкую. Ну вот 40, 45, 50 Гц до 60 Гц. Это там, где я варю кремниевые сплавы. Это для того, чтобы максимальной температуру быть. И еще раз подчеркиваю, головка должна быть, изделие должно быть прогрето. Если изделие прогрето, значит, у вас больше вероятность того, что пор не будет. Чем лучше вы почистите, что такое поры? Поры — это газовое образование, газовое выделение, которое выделяется из головки. Значит, то изделие, которое вы варите, оно либо мокрое, там большое количество влаги, либо эта головка грязная, вы ее плохо почистили. Вот вам ответ на то, откуда берутся поры. Этот вопрос очень часто задают. Вот я вам отвечаю так, как есть. Сейчас я возвращаю все эти установки, которые есть, на тот минимум, который мне нужно. Ну и будем ждать, когда подогреется головка. Головка подогреется, будем варить. Так, ребяточки, головка наша подогрелась. Мы достаем ее из печи. И сейчас мы будем ее варить. Во время сварки у меня не будет времени с вами беседовать и рассказывать все, что мы делаем. Ну, ход и действия мои вы будете видеть. Пожалуйста, смотрите.
закончили. Сейчас мы головку ставим в печечку, пускай она остывает. И завтра после остывания мы будем проводить опрессовку. Опрессовка все покажет. По окончанию сварочных работ и после остывания головки в печи нужно обязательно проверить результат заварки, то есть провести опрессовку. А для этого нужно сбить с поверхности сварку, чтобы можно было зарядить головку в опрессовочный стенд. Лишнюю сварку удаляем на фрезерном станке и опускаем головку в ванну, предварительно подав давление в рубашку охлаждения. Наглядно видим, что проблемы отсутствуют и можно пускать ГБЦ в дальнейшую работу. Теперь в работу вступает расточник координатно-расточного станка Виталий. Он закрепляет головку на станине станка и выставляет ее по уровню. Для начала Виталий собьет лишнюю сварку со стенок форкамеры. Для этого Виталий выставляет резец, берет размер по стенке и по сварке и понемногу удаляет сварку, периодически брызгая на резец керосин. Сперва дает на сторону полмиллиметра и проходит этим размером. Затем добавляет еще несколько десяток и вновь проходит размер. И таким образом Виталий доходит до касания резцом стенок форкамеры. Как только едва резец коснулся стенок, расточник останавливает расточку и делает промеры посадочного места и форкамеры. Диаметр посадочного места 27-24, а форкамеры 27-20. Посмотрим визуально, как входит форкамера в посадочное место головки. Идет нормально. Да, собственно, нам этот размер не так важен. Форкамера держится в головке за счет верхнего пояса. А здесь нам главное, чтобы тело камеры вошло в шахту головки. Теперь Виталий приступает к расточке того самого посадочного места. Дает понемногу. Как видим, еще остается темное место на стыке сварки. Продолжает растачивать отверстие до полного прохода поверхности, добавляя при этом по десяточке. А вот это уже окончательный результат обработки. В глубине посадочного места наблюдаем остатки гроздьев от наварки. Поэтому токарь переточенным сферическим сверлом правит дно форкамеры. Хотя по большому счету этого можно было и не делать. Однако для нас труда это не составит, чтобы пройтись и навести более или менее сносный порядок. Смазывает сверло маслом и окультуривает посадочное дно. В принципе, этого вполне достаточно. Осталось сделать промеры полученной проточки и оформить заявку токаря. Заявка эта, конечно, громко звучит, обычный листок бумаги с размером. Натяг Виталий дает десяточку.
Промеряет высоту. Высота 3,6 мм. Высота 3,6 мм. Накидываем десяточку, то есть высота пояса будет 3,7 мм. Спросите, зачем мы это делаем? Да все очень просто. После расточки камера не будет держаться в посадочном месте, натяга не будет. А значит, мы ее будем наваривать, тем самым увеличивая размеры форкамеры. Ну а мы тем временем вновь отдаем головку в опрессовку, чтобы убедиться, что по результатам обработки в головке не появилось каких бы там ни было проблем. Удостоверились в герметичности головки. Все нормально, можно действовать дальше. Отдаем в работу сварщику Андрею форкамеру. Андрей наносит по ее периметру металл. Заодно Андрей подваривает трещинки у окна форкамеры. Далее токарь и также Виталий обрабатывает, конечно же, после остывания форкамеру. Загоняет ее в размеры по заявке росточника. Теперь нам нужно установить форкамеру на свое место. Традиционно нагреем посадочное место до температуры 100-110 градусов и смажем края форкамеры обильным масличком. Ставим форкамеру по проточке в головке, ведь у камеры есть направляющий шарик, и уверенными ударами через любую мягкую оправку забиваем ее на свое место. Форкамера обязательно была сделана на десяточку, а то и две выше, как я уже говорил. Мы делали тогда замер 3,6, а мы сделали 3,7. Это нужно было для того, чтобы затем отшлифовать головку и чтобы форкамера стала строго за подлицо с плоскостью головки. Ну а нам остается только лишь отшлифовать головку на станке, что мы собственно и делаем. Затем собрать ее в кучу и отдать клиенту. А на этом у нас для вас все. Подписывайтесь на канал, кидайте донат, кому не жалко, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить, и без аварийных вам поездок.